Приветик, ребят! Я Штукенция. Многие зрители узнали меня впервые как блогера, когда я жила и училась в Голландии. А теперь я живу в Израиле. Как же так получилось? Ну, давайте по порядку. Шел 2012 год. Я поступила в аспирантуру главного университета по моей специальности на PhD-программу Wageningen University в Нидерландах. А мой парень Игроглаз нашел там работу в научном центре по почвоведению. И мы впервые поехали в Голландию. Там я решила начать снимать видео на YouTube, чтобы не чувствовать себя одиноко в новой стране. Тогда у меня был какой-то старый телефон, и я показывала студенческую общагу, универ и рассказывала про странности голландцев. Например, в Голландии все ездят на велосипеде без шлема, а в Израиле за это большой штраф. И вот я еду получать вид на жительство, кормлю коров и глажу смешных овец. Живу в молодежной веселой среде студентов и аспирантов со всего мира и чувствую себя самым счастливым бурундуком. У меня даже появилось свое рабочее место в универе, и я стала выступать с докладами. А моя научная работа заняла первое место в международном конкурсе, и я выиграла грант на исследование. Суммарно мы прожили в Голландии около 3 лет и еще не раз возвращались туда, потому что это оказалось максимально комфортное по всем параметрам место для меня. Там было все идеально, ну, кроме, может быть, голландского языка, который немножко жесткий по звучанию. Но местные жители отлично владеют английским, так что языковой барьер вообще не ощущался. И я была уверена, что перееду туда насовсем. Но жизнь пошла иначе. Мы вернулись в Россию для защиты кандидатских диссертаций на факультете почвоведения МГУ. Оба защитились. Думали потом поехать в Голландию, но тут я нашла новую крутую работу в Москве. А через год и вообще решила бросить все работы, чтобы стать фулл-тайм блогером. Это видео. И вот, в 2018 году мы снова едем в Голландию. Нам нужен сейчас терминал F. Это международные перелеты. При этом я уже довольно успешный блогер. У меня несколько 100-тысячных каналов и даже есть неплохой пассивный доход с видео. Мне очень понравилось блогерство и вся эта движуха, поэтому я хотела в будущем быть только фулл-тайм блогером и больше нигде не работать. Поэтому мы пытались зацепиться через блогерство в Голландии. Это был огромный квест, я его каждый день снимала в наших влогах из Голландии. И эти влоги вам особенно запомнились. И сейчас у меня есть идея взять все эти влоги с моего канала Штукенция, на котором мне их пришлось скрыть из-за того, что я там сейчас все перезапустила и снимаю скетчи, у меня там выходят коротенькие видео. В общем, я хочу взять все эти влоги из Голландии и объединить их в одно видео и загрузить на этот канал. В общем, в итоге мы поняли, что реально мы можем остаться в Голландии только с помощью какой-то обычной работы в науке или в фирме. И только так мы сможем получить визу или вид на жительство. Ну, в общем-то, это и есть ответ на вопрос, почему я уехала из Голландии. У меня просто не было возможности там легализоваться через блог. В принципе, в Голландии есть виза self-employed для самозанятых, фрилансеров и так далее. Но для того, чтобы мы туда могли поехать по этой визе, я должна была показать доход 3500 евро, а я столько не зарабатывала со своего блога. И хотя я очень люблю Голландию, но свое дело и свою какую-то свободу я люблю больше. Поэтому Голландия для меня оказалась не вариант. А Израиль? Как я тут-то оказалась? Мы прошли консульскую проверку вчера. Да. Ура! Мы сюда приехали по программе репатриации около 2 лет назад. И теперь я совершенно отказалась от идеи когда-либо переехать в Голландию. Особенно, когда я узнала, что в Голландии нельзя иметь двойное гражданство. Если бы я там осталась, пришлось бы выбирать или тюльпаны, или паспорт. А здесь
тепло, красиво, до моря легко доехать. Израиль — это тоже страна первого мира с передовыми технологиями, хорошей медициной. Люди здесь веселые и добродушные, и многие являются выходцами из стран бывшего СССР. Плюс есть возможность путешествовать хоть по всему миру, без виз. И главный плюс для меня — это израильское гражданство, которое у меня есть. И, соответственно, мне не нужно получать какие-то визы, что-то продлять, оформлять ВНЖ и так далее. И это очень сильно упрощает жизнь. Если говорить про культуру и менталитет, то Израиль — это даже более многонациональная страна, чем Голландия. Хотя тот город в Голландии, в котором мы жили, Вагенинген, это тоже супер многонациональный город, там вообще студенты просто из всех стран мира живут. Но именно Израиль сам по себе многонациональный. Здесь и евреи, и арабы, есть русские, американцы, европейцы, люди из Азии, из Африки. В общем, здесь реально такой большой микс культур, и поэтому мне здесь очень интересно. А из-за большого количества солнечных дней у меня тут постоянно хорошее настроение, что бы ни происходило. Я чувствую постоянно какой-то творческий подъем. Кстати, знаете, что в Израиле уличные кошки — это священные животные? Их здесь столько, что, кажется, они скоро организуют свою партию и будут баллотироваться на выборах в Кнессет. В общем, Израиль — это страна, где сочетаются высокие технологии и кайфовый вайб. А еще, что очень важно, тут ценят репатриантов из России и бывших стран СНГ и относятся с уважением, что в современной ситуации мировой особенно важно. Поэтому мне тут очень нравится.